Сегодня у нас будет задача, в решении которой уже для построения примеров требуется недюжинный ум. Читаем условия. По кругу в некотором порядке по одному разу написаны числа от 9 до 18. Для каждой из 10 пар соседних чисел нашли их наибольший общий делитель. Могло ли получиться так, что все наибольшие общие делители равны единице? Второй вопрос. Могло ли получиться так, что все наибольшие общие делители попарно различные? И какое наибольшее количество попарно различных наибольших общих делителей могло при этом получиться? Вчитайтесь в условия, вспомните, что такое наибольший общий делитель, если умудрились это позабыть, и давайте решать задачу. Кое-что, впрочем, напомню. У числа 16 есть несколько делителей, как и у 12. Общий из них единица, двойка и четверка. То есть наибольший — четверка. Получается, наибольший общий делитель для чисел 18 и 9 — это само число 9, почему бы и нет. Надеюсь, не открою для вас Америку, если скажу, что есть числа, для которых наибольший общий делитель равен единичке. Такие числа называются взаимно простыми. Кстати, 11 число вообще простое. Оно делится только на единицу и на само себя. Отлично, теперь ближе к делу. Прямо скажем, задача для вас будет темной, если вы не включите свет. А светом здесь является вот такая вот табличка. Перед нами канонический вид с буквой К, если что, каждого числа из условия задачи. То есть разбиение на простые сомножители. А вот наши козыри, простые числа, я их выделил. Хорошо, теперь можно отправиться и в плавание. В первом пункте нас спросили, а могут ли все наибольшие общие делители быть единичкой? Следите за логикой. Если мы оптимистично хотим построить подтверждающий пример, то с кем мы поставим число 12? В его разложении есть как двойки, так и тройки. Но смотрите, почти все наши выписанные числа кратны 2 или 3. Получается, рядом с дюжиной может идти только простое число. Та же самая история с числом 18. Его под руку должны схватить простые числа. У нас в запасе козырь 17. Так, получили железный каркас, который точно не развалится. Вот все оставшиеся числа. Заметьте, что у нас в запасе 3 четных числа и 2 нечетных. Четные по соседству идти не могут, поэтому поставим их по краям и в середку, а между ними вклиним нечетные числа. И здесь варианты уже, возможно, разные, но у нас получилось то, что нужно. Смотрите, все числа задействованы и все наибольшие общие делители равны единичке. То есть все наши пары получились взаимно простыми, что объясняет положительный ответ пункта А. Напомню, что в пункте Б нас спрашивали, могло ли получиться так, что все наибольшие общие делители попарно различны. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте для начала вспомним, что вообще-то по кругу написаны 10 чисел, а затем для них находят десяток наибольших общих делителей. Могут ли они быть все различны? Давайте сначала просканируем табличку, чтобы выяснить, а сколько у нас в запасе есть различных делителей. Например, числа 10 и 15 кратны 5, значит имеется наибольший общий делитель 5 при желании, как и все предыдущие. Наибольшим общим делителем еще могут быть числа 6 и 9, но никто более. Всего у нас получилось 7, максимум 7 различных делителей. Из них скомпоновать 10 различных делителей, конечно же, не удается, что объясняет наш отрицательный ответ пункта Б. И все эти доводы сослужат службу в пункте В, в котором как раз нас спрашивают, какое наибольшее количество попарно различных наибольших общих делителей могло при этом получиться. Я к чему клоню-то? Мы уже сделали оценку. Наш ответ будет не более 7. Вот бы нам еще привести пример на 7. Тогда ответ уже будет очевидным. Давайте пробовать. Следите за логикой. 18 и 9 обязаны стоять рядышком, потому что уникальный делитель 9 дают только они. Также 18 и 12, но кто кроме них даст делитель 6? Попробуйте доказать, почему 9 и 15 тоже обязаны стоять рядом. А я скажу, что в нашем наборе только два числа кратны 5, это 15 и 10. На четверку без остатка в нашем наборе делится только 12 и 16. Куда-нибудь поставим 14, что был наибольший общий делитель 2, а затем как угодно расставим некогда влиятельные козыри. Смотрите, ребятки, что мы получили. Нам удалось привести пример, в котором используется 7 попарно различных делителей. Но до этого мы поняли, что более 7 различных делителей вообще не может получиться. Значит, наш ответ 7. И все, кто сумел смастерить подходящий пример, большие молодцы.